Во время молитвы я видел ясное видение. Дверь в здании, но с другой ее стороны не комната, а выход в другой город. Я сразу получил понимание, что через такие двери Божьи люди будут перемещаться в другие места на земле. Это не единственный способ для перемещения, но именно этот будет распространен в ближайшем будущем. Что делать с этой информацией? Как минимум, нужно начинать молиться о таких дверях. «Господь, открой передо мной двери для перемещения в те места, где мне нужно быть». Если мы будем так молиться, то вероятность, что это произойдет, выше, чем если мы не будем молиться. Однажды я молился, чтобы во снах перемещаться к больным людям и служить им. Ведь это удобно, если ты не имеешь свободного времени, чтобы посещать людей в больницах и домах. И вот что произошло после этого. Я уже слышал много свидетельств, где люди рассказывали, что во сне к ним пришел Дмитрий Лео, возложил руки, сказал слово или дал какую-то инструкцию, и после того, как они проснулись, обнаружили, что исцелены. То есть это не было случайностью или эмоциями. Я думаю, что тема перемещения не настолько мистична, как многим кажется. Бог легко может перемещать своих людей вот такими чудесными способами. Я верю, что это видение – подсказка для нас и инструкция. Так что давайте молиться. И будьте готовы, что в какой-то момент вы откроете дверь в соседнюю комнату, а перед вами улица Испании или Индии. И это не фантастика. Такие случаи уже случались с Божьими людьми, и мы даже показывали видеосвидетельства тех людей. Перемещение – это когда Бог физически или духовно перемещает ваше тело и помещает тебя в другое место в то же время или в другое время. На своем опыте я переживал такое, и это все пришло ко мне в результате моего желания знать, кто есть Бог и что есть в Его Царстве. В Библии есть записи подобного в Иезекииле. Он был перенесен на расстоянии 1500 миль из одного места и помещен в другое, а также Филипп в Новом Завете. Если Библия говорит об этом, то это должно быть доступно христианам, это должно быть частью нашей нормальной повседневной жизни. И я верю, что это одна из вещей, которая была утеряна телом Христа. И это просто фантастический опыт, который может произойти с вами. Это периодически происходило со мной в течение последних 11 лет. Я не всегда об этом рассказывал, потому что иногда приходилось молчать в силу каких-то традиций. Но я видел и вижу, как Бог двигался. Я верю, что это прекрасная вещь, которой теперь нужно поделиться. В моем самом раннем опыте я всегда жаждал физического доказательства. Перемещение – это передвижение с одного места в другое через ворота Царства. И обычно я видел туннель и мощный поток света, который перемещал меня. В этом процессе я научился распознавать некоторые знаки. И у меня никогда не было возможности оглянуться назад, чтобы понять, ушел ли я физически своим телом, но я точно был перенесен. В одном из моих первых опытов я был перенесен в пустыню и разговаривал с одним индусом. Он хотел узнать о Царстве Божьем, и я говорил с ним около часа. Возвратился я назад через портал, который просто появился внезапно в атмосфере. И я был просто должен пройти через появившуюся дверь. Я набрал в ладонь песка, чтобы забрать с собой как доказательство, но Господь проговорил ко мне очень ясно: если ты заберешь это с собой обратно, ты никогда больше не отправишься в подобное путешествие снова. Поэтому я выбросил тот песок. И в течение 4 лет, когда я жаждал все-таки физического подтверждения, у меня было еще много таких путешествий. Это развивалось. И у меня произошло еще одно перемещение 4 года назад. Я был перемещен в восточную страну, где была перестрелка с оружием. И в одном доме была мать со своими 3 детьми. Я вошел в тот дом через дверь, которая появилась в стене. Женщина посмотрела на меня. Я сказал, что пришел помочь.
Я сказал: «Пойдемте со мной». И вслух я говорил на ее языке, хотя в разуме я говорил английской речью. Она задала мне вопрос. Я слышал, как она говорила на своем родном языке. Она спросила, кто послал меня. Но у себя в голове я слышал все это на английском. Это было для меня знаком. Я сказал, что Бог послал меня. Пойдемте со мной. Она была христианка, потому что ее лицо сразу засияло после моего ответа. И она пошла за мной через ту дверь. И я не знаю, почему возвращаться в туннель нужно через двери, которые появляются в стенах. Это просто то, что делает Бог. Я подсадил ее и 3 детей в туннель, и когда хотел запрыгнуть сам, мои руки соскользнули, я об что-то ударился грудью и упал на спину. Я приложил свои руки к груди. И в этот момент я очутился в своей комнате, лежащей на полу, на спине, с руками на своей груди. Я пошел спать, и когда я проснулся утром, там все еще была синяя полоска, след от этого удара у меня ниже груди. Это было физическое доказательство моего перемещения. И я знаю многих христиан, которые переживали подобное, но боятся делиться этим из-за радикальных взглядов церкви. Но небеса недоступны детям Божьим и не умещают так много потрясающих вещей. Это всего лишь одна часть из всего многого. Слава Господу за такие полезные инструменты!